Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Ну что, настало время для расклада точка или пауза. Будет ли продолжение отношений? Многие попросили вчера в комментариях, я видела, девочки, видела. Еще просят расклад на тему, есть ли у него другая, обязательно сделаем. Сегодня делаем точку или паузу. Смотрим, почему мужчина молчит, куда подевался, куда там замуровался, в подполье ушел, и можно ли ожидать от него действий, можно ли вообще что-либо сделать для того, чтобы эти действия состоялись и как можно быстрее. Ну а также, безусловно, спросим, а нужно ли вам вообще, чтобы этот мужчина действовал в отношении вас. Использовать буду сегодня колоду Таро Иллюминатов. Сосредоточьтесь на вашем мужчине. Благодарю вас за ваши донаты. Низкий поклон каждому из вас. Дай Бог вам миллионы раз больше. Благословения от Вселенной. Каждому, кто присылает мне такие бесценные подарки. Благодарю вас за ваши теплые комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моих трудов, моего творчества. Очень нежно вас всех люблю. Итак, точка или пауза. Появится ли, позвонит ли, что там себе думает. Давайте смотреть. Дно колоды. Но здесь любовь. Очень много эмоций и любовь. Здесь не пустые отношения. Мало того, что они не были пустыми никогда, плюс к этому здесь они, вот эти самые эмоции, любовь, ведь никуда любовь не делась, она есть. Для очень многих из вас здесь может быть семейная связь. Этот человек может быть вашим мужем или же человеком, мужчиной, с которым вы хотели бы иметь серьезные отношения. Возможно, семью, возможно, детей, если для вас это актуально. Но быть вместе это точно. Так что здесь очень-очень много эмоций. Да, для части из вас, возможно, мужчина не свободен, и, конечно, тогда семейная такая карта может служить препятствием вашим отношениям, если мужчина не свободен, женат. Но сейчас будем смотреть, что нам покажут. Или же участие семьи, родственников каким-то образом. Что за мужчина? Кого нам покажут? Ох, красавец, какой дурак. Для многих из вас мужчина может быть моложе вас возрастом и, соответственно, менее зрелый. Если не моложе, значит, ну вот дурак, шут. Человек, который, даже если ему 80 лет, он все равно относится к жизни как к увлекательному приключению. Он не зацикливается на негативе, легко идет по жизни. Конечно, как оборотная сторона медали, сам-то аркан хороший, но как оборотная сторона медали может быть эгоизм мужчины и такое наплевательское отношение на чувства и эмоции других людей. Ну вот дурачок, идет по жизни, ему хорошо, классно ему, вообще здорово. В руке цветочек, собачка рядышком. Ему как-то даже и не вдомек, что сейчас шаг сделает и в пропасть упадет. Ну ничего страшного, дураку везде всегда везет. Он любимчик небес, и какой-нибудь дракон будет лететь в этой пропасти, его подхватит на своих крыльях и вынесет. То есть, ну вот такой человек. Еще хочу посмотреть, еще какой человек. При всем при этом, хоть он и вышел по дураку, очень тяжелый характер. Очень тяжелый. Плюс к этому ко всему с этим человеком могут быть отношения затяжного характера, ни к чему не приводящие. Здесь человек может один какой-то сценарий отыгрывать в ваших отношениях постоянно, вот свою линию гнуть, и если он чего-то не хочет, бесполезно его принуждать сделать что-то, он не поддастся этому. Очень хитрый. Это манипулятор, это человек, который умеет лгать, и причем делает это практически профессионально. Не знаю, возможно, вы уже научились его ложь раскусывать, щелкать, как семечки, как орешки, но другие люди попадаются на его уловки. Это да, что есть, то есть. Характер тяжелый у него, несмотря на то, что он вышел дурачком, это он к жизни так относится. А вообще людям рядом с ним тяжело, нелегко. И он сам загруженный какой-то, загруженный человек. Хочется по дурачку порхать, как стрекоза, да? Но вот сейчас не тот период, когда так уж прям удается порхать. Но хитрец еще тот, девчонки. Очень хитрый, изворотливый такой мужчина. Сам себе на уме. Почему молчит? В чем дело? Что случилось-то? В расстроенных чувствах. Могли вы его обидеть, или он сам расстроенный по каким-то причинам? Может быть, знаете, еще как, вы же по разным причинам могли расстаться с ним, но он все равно расстроен, разочарован и хотел бы, даже если он виноват. И здесь явно идет так, что еще и вы не пишете, не звоните, никаких не делаете шагов. А он хотел бы вообще, чтобы вы написали, позвонили?
Ну, конечно, да. Он тут сидит еще в расстроенных чувствах, что он шагов никаких сам делать не хочет. Хочет, действительно, как всегда, сухим из воды выйти, сохранить, так сказать, лицо. Вот. Хотел бы, чтобы вы, конечно, сделали шаг, чтобы вы пошли на примирение с ним, а он не хочет, он отказывается даже от этого шанса. И весь такой в расстроенных чувствах. Меня обидели, меня не хотят, да как же так, да я же такой прекрасный, я такой замечательный. Тут еще может быть так для многих из вас, что даже если вам кажется, что причина была явная, он может недопонимать причины вообще, почему вы так вдруг с ним расстались, что было не так. Может вас в чем-то обвинять, что это ваша вина вообще в том, что вы расстались. Он тут ни при чем. В общем, здесь много вот таких вариантов будет, но они все приблизительно в одну тему получаются. Еще почему молчит? В чем проблема? Но здесь женщина может быть, у кого-то из вас может быть причиной того, что вы расстались, другая женщина, или же ваш крутой характер, ваша какая-то четкая такая позиция, которая его не устраивает. Вот он не хотел бы, чтобы у вас такая прям жесткая позиция была. Но для кого-то из вас здесь может быть женщина, присутствие еще какой-то женщины. Или же вас такой вот видит королева Пентаклей, такая властная. Ладно, в теории-то вообще ты хочешь помириться с этой женщиной? Да, конечно, хочет. Конечно, хочет. Без сомнений, Аркан Колесница. Естественно. Никаких совершенно сомнений в этом нет. Он сам действовать не хочет, сам первые шаги делать не хочет. Это да, помириться-то с вами, конечно. А с кем ему будет еще так ярко, страстно, красиво, увлекательно, интересно? Да ни с кем. Именно поэтому он и хочет с вами помириться здесь, этот человек. Шаги-то вообще, хотя бы в теории он планирует, он думает о том, что когда-то он шаги сделает. Да, конечно, он прекрасно понимает, что если не сделаете шаг вы, придется делать ему. А почему? Почему? По какой причине? Ну, если вы не решитесь сделать шаг, то сделает его он по той причине, что невозможно просто будет не сделать этот шаг, потому что его будет тянуть с каждым днем вашего расставания к вам все больше и больше. Здесь будет невозможно не сделать этот шаг. Первое время, вот и сейчас, и еще какое-то время он может посидеть в расстроенных чувствах, вот в таком аркане, странном весьма, или меня обидели, или как так меня не хотят, да это что такое. А потом, если не будет шагов с вашей стороны, ему ничего не останется, как сделать шаг первому, потому что сила притяжения к вам, страсти, влечение, она сильнее, чем все остальное. Что он там себе сейчас думает вообще о ваших отношениях, о вас? Ну, он манипулирует вами, девочки. То, что он молчит сейчас, не действует, мало того, что он в таких вот расстроенных чувствах находится, какой-то как сбитый с толку. Но плюс к этому здесь еще и манипуляция чистой воды. То есть он явно чего-то выжидает, он явно манипулирует, он явно какую-то тактику ведет, определенную, осознанную. То есть его вот это молчание, оно осознанное. Это не то, что он чем-то занят, там какие-то проблемы у него или еще что-то. Это осознанное молчание, осознанная манипуляция вами. Считает, что отношения очень яркие, конечно, у вас. Очень такие, прям искры летят. Но мужчина сам по себе манипулятор. А как он считает вообще вы друг другу кто? Что между вами? Как вообще обстоят дела? Ну, он-то понятно, он главный и всемогущий красавец. Он считает, что вы можете, вы знаете, у него есть страхи вообще. Он еще и по этой причине может сделать шаг к вам, потому что он считает, что вы можете в любой момент укатить в плавание с другим мужчиной. То есть пока он манипулирует, сидит и ждет вашего первого шага, надеется, что вы со своего трона королевы Пентаклей все-таки сойдете и снизойдете до него. И сделаете таки первый шаг к нему. В то же время у него есть опасения, что за это время, пока вы с ним не общаетесь, вас может увезти на своем корабле другой мужчина. Это как один из факторов, который может повлиять на то, что здесь этот человек может сделать. В итоге сделать первый шаг он может. Отношения он даже не ваши сейчас видит. У него больше страхов, больше мыслей о том, что может появиться кто-то другой, если его нет уже сейчас. А для чего вообще вы ему нужны? Для чего он хочет с вами
помириться? Ну, потому что он любит вас и считает, что вы любите его. Потому что он считает, что вы вот Ромео и Джульетта, вы пара. Любовь здесь потому что. Ой, ну какой же человек тяжелый-то, а? Ну, любишь, так и иди, пожалуйста, на встречу, на перемирие, на примирение. Скажи, что любишь. Почему не можешь сказать женщине этого честно? Прийти, сказать, люблю тебя, давай мириться. Почему? Но он думает на самом деле об этом. У него мысли такие есть, что это было бы правильно сделать. А почему не делаешь? Через некоторое время он может это сделать. Не делает, потому что не спешит, потому что еще надо ему подумать, потому что еще не знает, а как это сделать, а как это все дело обставить. Но здесь любовь. Почему хочет? Ну, потому что любит. На руках вас держит, видите? В сердце-то вы в его все равно. Никуда вы оттуда не делись, несмотря на расставание. Так что здесь этот товарищ запросто может очнуться. Да, конечно, он ждет, спящий принц, что придет принцесса, красавица, и его как спящую красавицу, да, принц должен поцеловать. Так и вы его, спящего красавца, поцелуете, он проснется наконец-то. Ему хотелось бы такой вариант событий, но если такого варианта событий развития не будет, то ничего тут ему не останется, как прийти самому на поклон. Любит девочки, да. Редко говорю это в раскладах, но в этот раз иначе я никак и не скажу. Давайте-ка покажу вам поближе. Почему хочет помириться с вами? Ну, посмотрите, почему. Ну, все же понятно, да? Все понятно. Так. Ладно. С точки зрения карт Таро, стоило бы вам, вот так объективно рассуждая, да, стоило бы вам самой сделать первый шаг в отношении этого мужчины. Но это мужская энергетика. Здесь мужчина должен проявиться. Да, аркан Иерофант. Причем это будет и для него урок очень важный в жизни. Если он поймет, да, что все-таки это решение мужское, это мужская инициатива будет. Это очень важный для него урок. Прям кармический урок. По справедливости, если рассуждать, то это должен сделать мужчина. Я вижу, что вы можете, в общем-то, сделать первый шаг. Многие из вас могут. Но по справедливости было бы, чтобы это сделал мужчина. И более того, получается так, что если вы сделаете первый шаг, то он может это не оценить до конца и не осознать до конца, что он любит вас, что у него действительно есть к вам чувства. А вот когда он полностью осознает и появится, вот это будет для него мало того, что уроком, это еще будет и лучше вообще для ваших отношений, потому что мужчина реально осознает вашу ценность в своей жизни и свои эмоции, чувства к вам. Так что здесь нужно, можно так сказать, потерпеть, в общем-то. Знаю, многие напишут в комментариях, терплю уже 3 года. Ну, если 3 года терпите, так не надо уже и расклады смотреть. Уже переключайтесь на что-то другое. Вот. А если у вас все это свеженькое, все произошло недавно, вот прямо самое то ваше будет. Именно такой вариант. С точки зрения вообще Таро, давайте-ка посмотрим. Этот мужчина, если придет к вам, вступит в контакт с вами опять, если он захочет с вами помириться, сделает первый шаг. Стоит ли вообще принимать его инициативу? Давайте-ка посмотрим. Но здесь двойственно. Здесь нет четкого ответа. Для половины аудитории да, для половины нет. Видите, двойственность вышла, двойка мечей. Многие из вас, даже если он придет, и вы опять возобновите с ним отношения, скорее всего, ничего не изменится. Здесь больше идет вот такой посыл, что если вы продолжите в таком же варианте, то вряд ли что-то изменится, и вы опять можете прийти к тому же, что случилось сейчас, и в какой ситуации находитесь сейчас вы с ним. А если же как-то поменять, вот вчера у нас выходило в раскладе, так, или позавчера, не помню, что сценарий надо менять отношения, не просто с чистого листа начинать, а прям вот конкретно вообще с новых чистых энергий. Тогда, возможно, действительно что-то и может быть, да, действительно, завершать предыдущий сценарий и начинать с нового чистого листа, но с абсолютно новыми энергиями. Не знаю, как у вас это получится и получится ли. У половины да, у половины проблематично. Но, в общем-то, конечно, имеет смысл с этим мужчиной продолжать, если учесть то, что я сейчас вам сказала. Вот он, император, какой гордый у нас мужчина. Ну что, есть надежда, что когда-то все-таки этот дурак созреет в императора. Все-таки надежда здесь на это есть. Будем надеяться, что так на самом деле когда-то и будет.
Такой у нас сегодня получился расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели. Буду благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. Если хотите получать уведомления о моих новых видео на YouTube, то нажимайте, пожалуйста, на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.